Ходорковский, мне кажется, что в тюрьме. В тюрьме сидит. Где? Где-то далеко в Сибири. Да. А вы не в курсе, что он сейчас в Москве, идет второй процесс, в котором грозит ему 20 лет? Нет. И дело проходит в Камолическом суде. Нет. Ой, ты рядом со мной, кстати, Хамонический. А это у нас, кстати, А вот и пойдешь с плакатом. Она пойдет. Ну, я так Ближе. думаю, что как-то власти его не взлюбили. За что? За что? Ну, я думаю, что за свою деятельность. За коммерческую. Да. Все вылетело справа Ходорковский. Я помню, он был высокий, в очках. Да? Это уже он. Ты такой симпатичный мужчина. Ну, в общем-то, да. Правильно. Мы больше так это образно запоминаем. ЮКОС, они же это самое разделили, владельцы, помнишь? Да. Ходорковский с Абрамовичем, да, вышло, обвинился с ЮКОСом из-за этого, по-моему, Ходорковский попал как раз вот что-то... Бопалу, можно сказать так. Мне его жалко. Мне кажется, он пострадавший. Ой, у меня не судить, не судим будешь, называется. Мне кажется, у меня мнение о нем такое, что не бывает дыма без огня. Может быть, где-то, скажем так, много. либо не поделился с кем-то. Он сидит, видимо, потому что пришла к руководству в России новая власть, которая решила все поставить по-своему. Кто-то сбежал за границу, кто-то лежит в земле. Ну а вот этот сел. Нет, я считаю, что это несправедливо. Ощущается рука режима. Я могу спокойно об этом говорить, потому что я гражданин иностранного государства. Откуда вы? Я из Украины. На Украине об этом деле хорошо знают? Да, конечно, в Украине об этом наслышано. Дело очень сильно нашумело у нас. Я бы хотел ему пожелать скорейшего освобождения. Я знаю, что он добьется справедливости. Именно о человеке или о деле ЮКОСа? А дело ЮКОС, хорошо. Ну, была там какая-то история, связанная с деньгами, опять же, как обычно. Просто не поделился с кем-то, вот и все. Понять не имею. Я же ему не жена. Ну, Ходорковский, да, конечно, олигарх. А что вы знаете о Ходорковском? Ну, кроме того, что он олигарх, я, к сожалению, ничего не могу конкретно ответить. Более детальными сведениями за пределами России. Как говорят... Где-то в Сибири, по-моему, в каком-то поселении, мне так кажется. Я вам скажу, сейчас Ходорковский находится в Москве, где проходит второй процесс, в котором грозит ему 20 лет. Значит, Не знала, да. Нет, не слышала, честно что говоря. вы думаете об этом человеке? Ну, опять же, я думаю, что это сильная личность, то есть там, безусловно, есть очень сильные положительные стороны, но, наверное, какие-то у него произошли, не знаю, нестыковки с властью. Ну, не в том смысле, что власть у нас плохая, и вот она его посадила, а в том, что, может быть, ну, я говорю, как-то не нашли они какой-то общий язык там. Я слышал, но я, честно говоря, считаю, что он незаконно сидит. Почему? Ну, там какие-то игры свои. Игры с кем? Я думаю, за государство. Вы бизнесом занимались когда-нибудь? Да. Ну, значит, я так думаю, что вопрос не надо задавать. Почему сейчас не занимаетесь? Почему сейчас не занимаетесь бизнесом? Вы хотите сказать, бизнес Вот. в нашей стране вести нельзя? Ну, я не занимаюсь бизнесом, потому что я знаю, что и не займусь, и не дадут. Или либо дойдешь до какого-то уровня, потом либо сядешь как Ходорковский. Ну, я думаю, что человек не совсем вписался в экономическую модель нашей страны. Вы считаете его талантливым бизнесменом? На мой взгляд, кое-что в нем есть. Ходорковский сейчас находится в тюрьме. Да. Да. Сейчас идет второй процесс, в котором грозит ему 20 лет. Вообще, что, не слышали об этом? Слушайте, это же ужасно. 20 лет такому молодому. Я не слышала, но я сожалею. Что вы думаете об этом человеке? Я его не знаю, но что я могу думать? Я только единственное думаю, что он умный человек, если он смог заработать деньги. Он их не украл. Наверное. Ну, я думаю, трудно украть в нашей стране много денег. Их надо еще как-то заработать. То есть надо подсуетиться. Надо так умно поступить, чтобы заработать их. Успеть заработать. Лучше бы ему быть на свободе, помогать на благо нашей страны, или все-таки находиться? Конечно, лучше на свободе. Я не думаю, что он такой преступник, что ему надо сидеть и еще 20 лет, чтобы он сидел.
Ну, не знаю, много или нет, но помог бы точно. Я вообще люблю молодежь, которая умная. А я считаю, что он человек умный. Ну, может быть, он ошибся в чем-то, в чем я не разбираюсь, но я думаю, что он умный. А вы как думаете? Ну, самообман, путем там людей обманывал, все прочее, там, что он делал. Бензин, наверное, налево продавал. Понятно, ладно, спасибо. Как вы думаете, будет независимый суд? Ну, что значит будет? Он уже есть, и он уже не независимый. Не независимый? Уже не независимый, да. Ну, о чем мы говорим. То есть, он бы мог помочь нашей стране? Несомненно. По крайней мере, он первый вытащил компанию на мировой уровень. Он открыл компанию. Если посмотреть по динамике фондовых индексов, можно увидеть, что ЮКОС одна из первых компаний, которая очень сильно капитализировалась. Именно за счет открытости. Ну, удачи желать бесполезно. Он и так человек достаточно удачливый. Ну, по крайней мере, до определенного времени, да? А сейчас поддержки со стороны широких слоев населения. Левые были, конечно, наверняка деньги. Не отчислял кому-то? Государству. Вы считаете, это все законно? Кто знает? Я уже не знаю. У нас рыба с головы тухнет, поэтому если так, всех надо сажать, не только Ходорковского. Не отслеживаю новости, но то, что судили его, то, что есть за что, это я в курсе. Вы считаете, что есть за что его судить? Наверное, есть за что. Ну и Ходорковский. А что вы знаете об этом человеке? Ну что, бизнесмен и все. А что еще? То, что он находится в тюрьме, знаете что? Знаю. А что вы слышали об этом процессе? Ну, много чего, но мне кажется, это неправда.